Обнаружила, что мой каркас валяется на земле. Это у меня такой вход. От меня просто пар идет, я так вспотела ужасно. Видимо, учуяла запах еды и летают, каркают тут. Всем привет! Сегодня на улице идет дождь. Это меня не радует. И не радует меня тот факт, что я, когда пришла на свое место, обнаружила, что мой каркас валяется на земле. Хорошо, что я не ночевала в нем, а то, возможно, я была бы прям под ним. Сейчас займусь тем, что буду реанимировать свое укрытие, потому что сегодня я пришла без палатки. И, соответственно, если я его не сделаю, мне придется идти домой. Не буду терять времени. Сегодня мой муж отправил меня в поход и снабдил меня вот такими перчатками. Он сказал, что они не боятся воды и не режутся. Посмотрим, что за такие перчатки. Сегодня устроим тест-драйв. Может быть, у кого-то были такие перчатки? Сегодня вечером посмотрим, расскажу их плюс-минусы. Ну, резаться я, надеюсь, не буду. Но насчет влаги это точно будет сегодня проверено, потому что на улице дождь не прекращается. Так, ну что, укрытие я свое восстановила. Сейчас я буду заматывать эти жерди к основной вот этой балке, или как ее назвать, чтобы оно у меня более надежно держалось. И, возможно, потом попозже я еще сделаю опоры. Лишь бы не упала. Руки сухие. Посмотрите, какое укрытие у меня получается теперь. 2 тента. Я думаю, что я сегодня здесь останусь ночевать. Мне надо только сделать лежак, но не знаю, успею, нет. Я думаю сходить до своего старого укрытия, где я до этого делала лежак, и сделать там. Ой, забрать его оттуда.
Он у меня, конечно, горе-лежак, но если я не успею сделать лучше, я буду спать на нем все-таки уже не на земле, и то вперед. Не замерзнуть бы. Печку надо уже приобретать для таких вылазок, потому что погода портится. Но сейчас на улице тепло, и дождя меньше стало. Это хорошо. Здорово, я почти в полный рост здесь могу стоять. Я так-то мелкая, 1,57 м всего. Классно, классно. Пойду за лежаком. Почему я раньше сюда не пришла? У меня здесь столько жердей заготовлено. Тент я уже отсюда убрала. Сейчас я заберу все жерди отсюда и свой лежак. Сэкономлю уйму времени. Правда, они уже все сырые. Я убрала тент, и они все намокли. Но мне же их не топить, не разжигать с ними костер. Фух, тяжело, конечно. Тяжко. Фух. Передохну немножко. Заготовила себе 2 таких бревна под лежак. Буду делать себе немножко другой нынче лежак, более такой модернизированный, так сказать. Балаган у меня уже почти готов, осталась только дверь, а так вообще все уже отлично. Сейчас по краям еще накидаю бревнышки, чтобы у меня тент не поднимался. Пока сделаю так. Ну и, соответственно, надо делать лежак. Если я планирую сегодня здесь остаться ночевать, то на сырой траве я точно спать не смогу. Такое вот у меня укрытие. Здесь сейчас вот я обложу все. Здесь вот уже начала обкладывать. Здесь стена у меня вот закрыта, хватило тента. А с той стороны немножко не хватило, конечно. Но у меня еще есть чем закрыть. Это у меня такой вход. Вот здесь у меня так здорово. Немножко я его переделала. Не стала уже это снимать, потому что времени нет на это. Мне надо до темна успеть сделать себе укрытие, чтобы уже в нем ночевать. Я добавила еще немножко сюда жердей, потому что у меня тент вот так провисал и было не очень. Поэтому я быстро все разобрала, подставила туда еще жердей и снова все накрыла тентом. И сделала его немножко еще пошире. Сейчас еще пойду в лес, надо костер уже разжигать. Быстренько натаскаю дров и еще жердей на свой лежак. Поэтому
Не буду тормозить, пойду в лес бегом-бегом. Отлично, мне подходит. Бывает такое, что сил в руках уже нет и очень тяжело. А когда не получается и тяжело, от этого становится смешно. В правой руке уже сил вообще нет. От топора, от пилы очень сильно устается. Ну, вроде бы все. Опа. Построила себе укрытие, а рюкзак оставила здесь. Он у меня весь намок, на улице опять идет дождь. Ну вот, как это называется? Весь рюкзак теперь сырой. Сегодня принесла с собой гвозди. Буду забивать гвоздями эти жерди. Направляйки, так сказать. Пожалуй, одену перчатки.
Перчатки сухие внутри, но все равно уже такие противные на ощупь. Хотя руки сухие остаются внутри, но такие прохладные. Тепло особо не держит. Лежак мой почти готов, но мне совсем немножечко не хватило жердей. Вот совсем немножечко. Так как я мелкая, я думаю, мне в принципе хватит. Либо здесь сделаю немножко расстояние пошире и растяну, размажу, так сказать, уже по всей моей конструкции. Вот такой вот у меня сегодня будет мощный лежак, подальше от земли. От меня просто пар идет, я так вспотела ужасно. Напилилась вдоволь просто. Жарко, очень жарко. Надеюсь, ночью мне будет также жарко. Сейчас такой веревкой свяжу их. Гвоздей у меня с собой мало, поэтому буду связывать их веревку. Вообще изначально хотела каждую жердь прибить на гвоздь, но столько нет гвоздей. Буду связывать веревкой. Потеряла нож. Сейчас в темноте найти его вообще не могу.
Ну, у меня есть пила. Мой лежак практически готов. У меня не хватило всего немножечко жердей. Я сюда просто прибью вот так параллельно, просто вот так палку. И так я оставлю пока. В лес идти у меня вообще нет желания. Ну, очень темно на улице. Я уже очень сильно устала. Кушать я готовить сегодня ничего не буду. Я взяла с собой перекус. Перекушу и лягу. Включу какой-нибудь фильм и благополучно усну под него. А готовить уже буду завтра, как проснусь. Сейчас эту конструкцию как-то надо еще мне затащить туда вовнутрь. Она у меня очень тяжелая. Попробую как-нибудь. Ну не спать же мне на улице. Случился сейчас тут форс-мажор у меня небольшой. Я собиралась даже до речи потеряла. Собиралась свой лежак уже тащить в палатку свою, ну, в укрытие. И то ли дерево упало в лесу, то ли, я не знаю, был такой шум. Я так испугалась, это вообще, я сразу же достала сигнал охотника. Я не с первого раза смогла его запустить, выпустить, или как сказать. От страха, видимо, руки тряслись. Короче, раза, наверное, с 5-го я только смогла выпустить сигнал охотника. Ой, надеюсь, что это было сваленное дерево. Я еще покричала, тут покричала. Но до сих пор сердечко колотится. Ого-го как. Страх. Наконец-то мой лежак готов. Еле как я его сюда затащила. Ужас просто, тяжелый очень. Надо было его прямо здесь и делать, чтобы не таскать туда-сюда. Сейчас буду устанавливать себе двери. Класс. Ой, ну наконец-то можно расслабиться. Мне есть где спать. Я сытая. Костер у меня в полном разгаре, так сказать. Устала сегодня вообще просто ужас как сильно. Буду готовиться ко сну. Завтра встану. Надеюсь, сегодня не замерзну ночью. В таком укрытии я еще ни разу не спала. Поэтому это будет мой первый, так сказать, тест-драйв.
Первая ночь в построенном мной балагане. Я этому так рада. Наконец-то я это сделала. Я в прошлый раз еще хотела успеть это все сделать, но у меня не получилось, не хватило времени. В этот раз я все достроила. Постараюсь очень сильно не замерзнуть ночью. Подумываю о печке какой-то, переносной печке, чтобы мне здесь обогреваться. Надеюсь, сильно не замерзну. Спокойной ночи всем. Завтра увидимся. Доброе утро. Ну что я могу сказать? Отзывы. Сказать, что я замерзла, это ничего не сказать. Я вообще очень сильно замерзла. Я бы даже сказала, задубела. Какой-то период времени. Возможно, вот когда у меня еще одежда была немножко влажная, и когда я уже остыла и легла уже спокойно, не двигалась, мое тело начало остывать, и мне стало очень холодно. Я прямо с головой вот закрылась в спальник, надышала и согрелась, слава богу. Я просто уже думала, что мне делать, потому что я реально прямо замерзла. Я ходила к костру, грелась, вставала, но как бы это не очень помогло. Костер у меня далеко от укрытия, надо делать его определенно ближе. Включала горелку. Грелась еще от горелки, было тепло. Ну, такое себе тепло, конечно, но для меня ночью это был уже результат. Вот. Без печки я сюда ночевать больше не пойду. Либо я буду сюда приходить, но не оставаться ночевать. Вот так даже правильнее будет сказать. Пока не приобрету печку. Пока не знаю насчет печки, какую брать именно печку. Буду все узнавать еще, лазать в интернете, смотреть отзывы, кто как, кто чем. И, в общем-то, вот. А так вообще все здорово. Блин, пораньше бы немного мне его построить, и можно было бы спокойно ночевать. Сейчас мне надо думать, куда поставить печку, как сделать вывод, какую печку. Честно говоря, понятия даже не имею, какие существуют печки для таких укрытий. Ну, я думаю, это не проблема в наше время. Так что пошла, я сейчас буду кушать, я очень хочу кушать, потому что я вчера вообще ничего не готовила. С собой брала перекус, только перекусила. Поэтому, может быть, мне еще и холодно было от голода. Сейчас пойду в лес, дрова, у меня дрова за ночь все прогорели. Даже на утро немного не хватило. Напилю дров и буду готовить еду. Поем и отправлюсь домой. Сытая и счастливая.
О. Сегодня буду готовить стейк, но необычный стейк. Я его на сковородке запечатаю, поджарю как следует с двух сторон. Потом оберну фольгой и засуну в угли. Решила перец тоже в фольге запечь. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще ни разу так не делала с перцем. Картошку запекала, а перец болгарский ни разу.
Помидорку я просто погрела на огне. У меня с собой еще есть помидорка. Не стала ее никуда закидывать, боюсь, что оно все в кашу превратится. Подогрела, порежу и так съем. Сейчас буду проверять перчик. Пахнет вкусно. Я думаю, что он вполне себе уже готов. Вау. Сейчас еще все посолю, перец посолю, помидорку посолю. И наконец-то буду обедать или завтракать, или ужинать, даже не знаю. Всем приятного аппетита, кто сейчас тоже кушает вместе со мной. Мясо немножко передержало, оно получилось суховатое, но не как подошва, но все равно очень вкусно, очень вкусно. Птица, видимо, учуяла запах еды и летает, каркает тут. Ну что, друзья, пришло время собираться мне домой. Выходные я провела отлично. Построила себе укрытие, переночевала в нем, приготовила еду на костре, на углях приготовила мясо. Все отлично, поела, вкусно. Пора собираться. Снег вот не перестает идти. Лишь бы дождь не пошел. Снег-то ладно. Не хочется промокнуть. Вчера вся сырая была, у меня перчатки со вчерашнего дня так и не высохли. Но я беру с собой штуки 3-4 штуки беру с собой на замену. Потому что вот... жерди таскаешь, они все сырые, грязные, поэтому часто меняю перчатки, и руки замерзают. В новых перчатках у меня было все хорошо, я целый день вчера в них работала. К вечеру только они уже превратились в чачу какую-то, ну, такие противные на ощупь стали. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, всегда буду рада вам ответить. И рада, что вы со мной. Пенку сегодня брать с собой не буду, оставлю ее уже здесь, чтобы не таскать туда-сюда. Не знаю, почему я не додумалась до этого раньше. Оставлю прямо здесь. Вдруг кто-то придет и решит переночевать. Как знать.
Костер у меня уже почти потух. Кто-то мне писал в комментариях, что я как-то ушла и не потушила костер. Нет, я всегда его тушу, обязательно условие, чтобы никаких пожаров здесь не было. Так, этот пакет я, наверное, тоже оставлю здесь. Здесь веревки, проволока, фольга. Зачем мне туда-сюда это носить, правда же? Оставлю его тоже у себя в укрытии. Ну что, друзья, всем пока и до новых встреч!